Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях очень быстро омолодить дряблую, видающую кожу. Маска осветляет кожу, убирает пигментные пятна, в момент подсыхания дает подтягивающий лифтинг-эффект. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Также эту маску можно нанести на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями также нанесите эту маску на кожу вокруг глаз, не заходя на слизистую оболочку. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Для сегодняшней маски нам понадобятся простые, доступные ингредиенты. Возьмите пищевую соду. Сода – это наилучший очищающий компонент, который вы можете использовать для ухода за зрелой увядающей кожей лица в домашних условиях. Сода отлично осветляет оттенок кожи, хорошо убирает верхний ороговевший слой клеток, смягчает кожу. В момент смывания отлично шлифует поверхность кожи. Нужно взять 1 чайную ложку пищевой соды. Соду возьмите без горки. Обязательно соблюдайте не только рецептуру приготовления домашних масок, но и порядок добавления всех компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится рисовая мука. Рисовую муку вы можете взять уже готовую, либо приготовить ее самостоятельно. Возьмите небольшое количество белого риса, не промывая рис, перемелите его в кофемолке и используйте для приготовления домашних масок. Рисовая мука хорошо смягчает кожу, убирает морщины, также способствует осветлению кожи. Возьмите также 1 чайную ложку рисовой муки без горки. Тщательно смешайте сухие компоненты так, чтобы не было комочков. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится имбирь. Имбирь можно использовать как уже готовый сухой имбирь, также можно использовать и корешок имбиря. Натрите корешок имбиря на мелкой терке и используйте для приготовления домашней маски. Нам понадобится сухой имбирь, если вы берете на кончике ложки. Если вы берете свежий имбирь, то возьмите половину чайной ложки. Также тщательно смешайте все сухие компоненты. Кстати, эту заготовку вы можете приготовить в большем количестве и по мере необходимости готовить из нее домашнюю маску. Следующий ингредиент нам понадобится жирные сливки либо кефир, в зависимости от вашего типа кожи. Если у вас жирный тип кожи, расширенные поры, то возьмите кефир небольшой жирности. Если у вас сухой тип кожи, то для сегодняшней маски можно использовать жирное молоко либо сливки. Возьмите 2 чайные ложки кефира. Так как у меня жирный тип кожи, то я использую именно кефир. Нужно взять 2 чайные ложки. И тщательно смешайте все компоненты до получения однородной приятной консистенции. Так как в состав кефира входят кислоты, а сода – это щелочь, то идет реакция, и именно эта реакция будет воздействовать на кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте омолаживающим свойством. Тщательно взбейте все компоненты. Добавьте в эту маску небольшое количество глицерина. Глицерин – это маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость со слегка сладковатым вкусом, не имеющая запаха. Глицерин отлично увлажняет кожу и идеально взаимодействует с предыдущими компонентами. Возьмите 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты. В последнюю очередь добавьте в эту маску косметическое масло. Можно использовать простое оливковое масло, также хорошо подойдет, и масло подсолнечника, которые обладают большим количеством витамина группы В и витамином Е. Возьмите 10 капель косметического масла.
Я использую для сегодняшней маски миндальное масло, которое хорошо смягчает кожу, убирает также глубокие морщины. Тщательно смешайте все компоненты. Для достижения наилучшего эффекта эту маску нужно использовать сразу после приготовления. Эту маску наносите сразу после приготовления. Перед нанесением домашних масок подготавливайте свою кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты. Другое его название – простой аспирин. Размочите его водой комнатной температуры. Эту кашицу нанесите на умытую влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж. Массаж должен продолжаться не более 3 минут. Аспирин отлично расщепляет жиры, глубоко проникает в расширенные поры, убирает верхний ороговевший слой клеток, также освежает цвет лица, убирает пигментацию и подлечивает сосуды. Оставьте аспириновую скатку еще примерно на 1 минуту, затем смойте водой комнатной температуры. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю, для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. После того, как смыли кислотную скатку, приступайте к нанесению домашней маски. Маску наносить по кожным массажным линиям, это линия наименьшего растяжения кожи. Нанесите эту маску в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите последующие слои. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем и смойте водой комнатной температуры. Нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую, обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.